Добрый день, дорогие друзья! В этом выпуске мы расскажем вам о знаменитом американском писателе 20 века Фрэнсисе Скотте Фицджеральде. Фрэнсис Скотт Фицджеральд – один из самых известных писателей 20 века. Его произведения отражают дух эпохи джаза, олицетворяют безумие, великолепие, роскошь, богатство и разочарование роковых 1920-х годов. Знаменитый писатель появился на свет 24 сентября 1896 года в семье ирландских католиков из штата Миннесота. Ему дали имя в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора текста государственного гимна США, который был дальним родственником семьи по отцовской линии. Поскольку Фрэнсис и его сестра Луиза были членами католической семьи, то и начальное образование дети получили в католических школах. Мальчик окончил Академию Святого Павла, расположенную в родном штате Миннесота. Продолжил учебу юный Фрэнсис в частной школе Ньюмана, расположенной в штате Массачусетс. Обучаясь в школе Ньюмана, молодой человек все свое свободное время уделял самообразованию. В 1913 году Фрэнсис начал учебу в Принстонском университете. Студенческие годы писателя были поистине насыщенными. Будучи постоянным членом футбольной команды, молодой человек находил и время для написания небольших рассказов и пьес, которые ему часто приносили победы в литературных конкурсах. Именно тогда у него зародилось желание заниматься литературой на профессиональном уровне. Однако окончить университет Фрэнсису не удалось. В 1917 году он отправился добровольцем в армию, где успел построить довольно успешную карьеру, дослужившись до звания адъютанта командира пехотной бригады. Словно герои романа «Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Зельда Сейер познакомились во время Первой мировой войны. Он – молодой человек, который оставил учебу в престижном Принстонском университете и ушел служить в армию. Выросший в бедной католической семье, будущий писатель отчаянно завидовал богачам и недолюбливал их. Она – красавица, дочь верховного судьи и одного из самых обеспеченных людей штата, которая никогда не знала лишений и недостатка мужского внимания. Впервые Скотт и Зельда встретились на танцах в загородном клубе. С этого момента он не мог перестать думать о девушке. Так она его очаровала. В это время Фицджеральд признался: «Я влюбился в вихрь». Только после того, как Фрэнсис выпустил свой дебютный и сразу успешный роман «По эту сторону рая», он получил благословение брака с Зельдой. Тогда, по его словам, в его кармане звенели деньги. Перед читателем разворачивается история самовлюбленного тщеславного аристократа, вынужденного пройти суровую школу Первой мировой войны, роковым образом изменившей его судьбу. Разочарование в любви, бедность и множество горьких неудач помогают Амари Блейну осознать истинную ценность жизни, протекающую по эту сторону рая. 3 апреля 1920 года пара обвенчалась, и все шло хорошо. Карьера Фицджеральда стремительно развивалась. Он получал приличные гонорары, что даже позволило ему купить шикарный особняк на Манхэттене. Там он и обосновался со своей новоиспеченной супругой. Весной 1922 года был опубликован новый рассказ писателя «Загадочная история Бенджамина Баттона», ставший мировым бестселлером. В основе сюжета фантастическая идея жизни, повернутой вспять. Главный герой рождается стариком и в процессе жизни молодеет. Фрэнсис и Зельда были молоды и безгранично счастливы. Им казалось, что так будет всегда. Фицджеральд признавался: «Не знаю, реальны ли мы с Зельдой люди или персонажи одного из моих романов». Колонки газетных хроник читались только благодаря выходкам Зельды и Скотта. Сегодня они катаются на крыше такси, завтра приходят голыми в театр, послезавтра они и вовсе пропадают.
а спустя несколько дней их обнаруживают в дешевом отеле далеко за городом. Вся страна жила жизнью своих кумиров, осуждала их и восхищалась ими. Но оказалось, их счастье было коротким. Первые проблемы оказались финансовыми. Семье попросту не хватало денег на тот образ жизни, который они вели. Постоянные вечеринки и жажда роскоши заставляли Фрэнсиса работать усерднее. Свое внимание с больших романов он переключил на короткие рассказы, которые писались в разы быстрее и приносили неплохие гонорары. Из-за стресса у Фрэнсиса начал прогрессировать алкоголизм. Он выпивал все чаще и чаще. Несмотря на это, работал он продуктивно. При жизни было опубликовано 160 его рассказов. Многим казалось, что это давалось ему легко и весело. Однако каждый раз, когда Фицджеральд садился за печатную машинку, он преодолевал себя, свою депрессию и отчаяние из-за отношений, которые постепенно разрушались. Близкий друг писателя переживал за него и его чувства. «Не думаю, что у этого брака будет счастливое будущее. Оба очень много пьют. Думаю, они разведутся года через 3. Скотт напишет что-то грандиозное, а затем умрет где-нибудь на чердаке в 32 года». В 1921 году у пары родилась единственная дочка Скотти. При этом, по слухам, в роддом Зельду привезли в нетрезвом состоянии. К счастью, девочка появилась на свет здоровой. Примерно в это же время у Фицджеральда появилась идея романа «Великий Гэтсби». Перед вами самый знаменитый роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Бурные 20-е годы прошлого столетия. Время шикарных вечеринок, сухого закона и легких денег. Эти новые американцы уверены, что расцвет будет вечным, что, достигнув вершин власти и богатства, они обретут и личное счастье. Таким и был Джей Гэтсби, ставший жертвой бессмысленной погони за пленительной мечтой об истинной и вечной любви, которой не суждено было сбыться. Пока Фрэнсис активно творил, Зельда отчаянно скучала. Она увлеклась молодым летчиком Эдуардом Жазаном. Чтобы покорить замужнюю девушку, он перед окнами ее дома выполнял фигуры высшего пилотажа. Вскоре Эдуард переключился на другую девушку. Раздосадованная Зельда наглоталась таблеток снотворного. Писатель заметил это и вовремя вызвал скорую. Девушка выздоровела, но стало понятно, что ее психическое здоровье заметно пошатнулось. В августе 1925 года о состоянии психики Зельды заговорил весь Париж, как раз после того, как она бросилась с лестницы в одном из известных ресторанов. Во время ужина Фицджеральд заметил за соседним столиком саму Айседору Дункан и спросил разрешения у жены выразить великой танцовщице свое восхищение. Зельда разрешила, но как только Скотт вышел из-за стола, она встала, направилась к лестнице, ведущей на 2-й этаж, дошла до середины и бросилась вниз. Все были уверены, что она погибла, сломав позвоночник, но она всего лишь ушиблась. Вскоре Зельда стала слышать голоса. Сначала они предупреждали ее о готовящемся среди друзей заговоре против ее семьи. Потом запретили ей двигаться. Диагноз врача лишь подтвердил догадки многих – шизофрения. С этого момента жизнь писателя была подчинена болезни жены. Он тратил огромные суммы на лечение, пил еще больше, пытался забыться в обществе других женщин, но все было напрасно. Новые несчастья посыпались на него одно за другим. Сначала Скотт ломает ключицу и долгое время совсем не может писать. Чуть позже у него умирает мама, а его горячо любимая дочь не желает учиться в колледже, от души валяет дурака, а отцовские письма вскрывает с единственной целью – обнаружить внутри чек. Через год у Зельды случился нервный срыв, из-за чего ее положили на лечение в психиатрическую клинику. Там ей предстояло провести остаток своей жизни. Лечили Зельду электрическим током и лошадиными дозами морфия белладонны. В 1934 году неожиданно для всех вышел новый роман писателя «Ночь нежна».
Сам Фицджеральд называл этот роман своим самым любимым произведением, а многие критики оценили его выше «Великого Гэтсби». Роман «Ночь нежна» – это история непростых взаимоотношений юной американской актрисы Розмари, молодого талантливого врача-психиатра Дика Дайвера и его жены Николь, чья болезнь – драма самого Фицджеральда. Это роман о любви, страсти, желании сохранить брак, отчаянии, самообмане, в котором за судьбой отдельных героев просматривается облик целой эпохи. В конце 1930-х годов Фицджеральд попытался начать новую жизнь, переехал в Голливуд, устроился работать сценаристом и закрутил роман с коллегой Шейлой Грэм. Но счастье к нему больше не возвращалось. Ему было сложно без своей Зельды. Киномагнат Монро Стар, прототипом которого послужил легендарный продюсер Ирвинг Тальберг, настоящий баловень судьбы, счастливчик, поймавший американскую мечту за хвост. В его успешной жизни нет места слабостям, кроме одной – любви к юной старлетке, прекрасно понимающей. На фабрике грез, где все продается и покупается, внимание порядочных девушек стоит очень дорого. 21 декабря 1940 года в газетах появилось сообщение о смерти писателя. По официальным данным, Фицджеральд скончался от сердечного приступа. Однако близкие покойного сообщали несколько иную причину. Люди из окружения литератора утверждали, что всему виной стал алкоголь. Незадолго до смерти в автобиографической статье в журнале Esquire Фицджеральд сравнил себя с разбитой тарелкой. Зельда пережила Скотта на 8 лет. В 1948 году состояние ее здоровья немного улучшилось, и врачи даже отпустили ее на несколько дней повидать родных в Монтгомери. Уже перед отъездом, прощаясь с ними на вокзале, Зельда вдруг обратилась к своей матери. «Не волнуйся, мама, я не боюсь умереть». Скотт говорит, это совсем не страшно. А через несколько дней на территории психиатрического госпиталя, где она лечилась, случился пожар. Сгорел один корпус, погибли 9 человек, и среди них Зельда. Фрэнсис Скотт Фицджеральд является выдающимся писателем, чье творчество олицетворяет дух эпохи джаза. Его произведения стали классикой мировой литературы и оказали огромное влияние на культуру XX века. Жизнь Фицджеральда была трагической и полной противоречий, но его талант и проницательность остаются бесспорными. Он продолжает вдохновлять новые поколения писателей и читателей своими яркими и глубокими произведениями. Друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на нас на YouTube и в Телеграме. Пишите комментарии и ставьте лайки. До новых встреч!